Здравствуйте, мои замечательные зрители. Сегодня хочу с вами прогуляться по одному из наших прекрасных парков в Калгари. Вообще Калгари можно назвать городом в парке. То есть не парки у нас находятся в городе, а сам город – это большой огромный парк, где есть жилые районы. Вот как бы сейчас я нахожусь в парке, который называется Fish Creek. И вот здесь, кстати, да, есть карта специальная, которая как бы показывает, какие есть тропинки, куда нужно повернуть, как пройти, потому что это фактически не парк в нашем понимании, а это лес, где проложены некоторые тропинки, где иногда встречаются и дикие животные. Вот, так что мы им не мешаем, они себе проходят, например, олени, зайцы, про белок я вообще уже не говорю. Ну, сейчас еще начало марта, поэтому, к сожалению, еще ничего не цветет. В Калгари сезон цветения в лучшем случае начинается с конца апреля. То если не будет заморозков, то тогда уже начнут распускаться первые наши какие-то подснежники, дикие цикламены. Это очень красиво и замечательно. Вообще Канада – это про природу. Про природу. Природа у нас великолепная. Всегда, когда хочется, чтобы душа отдохнула, нужно выезжать на природу и заряжаться от деревьев, от воздуха, от всего-всего, что тебя окружает. И вот, если вы видите, даже вот эти парки, их поддерживают в естественном состоянии. Что даже вот, например, если есть какие-то коряги, конечно, больные деревья здесь срезают, естественно, здесь за всем этим ухаживают, но все равно это стараются поддерживать естественность. То есть естественная смена, если дерево как бы уже по старости умирает, как бы если оно пустило росток, то этот росток будут как-то обихаживать, чтобы он вырастал, или садят новое дерево. Но опять же, чтобы не нарушать гармонию природы, чтобы все это было естественно. Да, хотя здесь вот есть такие прекрасные дорожки везде, асфальтированные, но все равно как бы если посмотришь влево и вправо от дорожки, то это лес. Это просто настоящий лес с настоящими животными, с красивыми деревьями. Вот так, если снять, так это просто получается, что это обычный лес, да? А вот если в эту сторону мы повернемся, здесь вот такое есть специальное сооружение, где, если идет там дождик накрапывает или солнце светит, можно посидеть, покушать. Иногда здесь собираются школьники, их специально вывозят на экскурсии в такие парки, или там проводят просто уроки на воздухе. Так что вот так у нас здесь все обустроено. Конечно, не забывают про велосипедистов. Вот, например, есть и бегунов тоже. Да, здесь есть вот такие дорожки, которые предусматривают, да, велосипедистов. Также есть специальные зоны, где расположены столы, где летом можно сделать барбекю, тоже есть там специальные места, но сейчас туда пройти невозможно, видите, еще лежит снег, и поэтому туда я не могу пройти, но там есть, да, специальные такие железные емкости, в которых можно разводить огонь и делать барбекю. Вот так, сегодня великолепный день, солнышко светит. Я нахожусь практически в городе. Вот, чтобы вы понимали, я нахожусь в городе. Это не за чертой города где-то. Это если на машине 2 минуты, и это уже будет жилой район. Так что мы с вами гуляем по дикой природе, но не выезжая, как говорится, из своего района. Вот там такое здание, это университет, Сент-Мари University. Тоже, опять же, он находится практически в лесу, но это в то же время и город. Вот. Конечно, везде есть вот такие баки для мусора, для разных видов мусора.
Да, синий это да, recycle, то есть бутылки какие-то, да, бумажные, посуда. И для мусора общего вот такой коричневый. И они, причем здесь у нас интересно, что просто так они не открываются. Нужно руку засунуть. Вот здесь даже есть инструкция, как руку засунуть и приподнять. Для чего это? Это для того, потому что здесь у нас иногда бывают медведи. А медведи тоже хотят чем-то полакомиться. Если кто-то там оставляет какую-то еду, они это чувствуют и пытаются открыть. Поэтому здесь специальные в парках мусорники, которые закрываются так, чтобы медведи пока еще не научились открывать их. Вот так вот, смотрите, какая красота. Ну, просто как дикий лес. Воздух просто замечательнейший. Ой, когда все зацветет, вообще будет прекрасно. Идем и наслаждаемся такой красотой вокруг. Впереди поросль молодых елочек. Боже, как это красиво, как красиво и замечательно. Нужно, наверное, благодарить каждый день за то, что мы видим вокруг себя такую красоту и имеем возможность наслаждаться. Ой, какое замечательное сегодня голубое небо, практически не облачко. И даже не верится, что через день нам обещают снегопад, 3-5 сантиметров снега. Но это Калгари, это наша особенность. Мы все-таки живем в горах, потому что Калгари находится на 1040 километров над уровнем моря. И это как бы говорит само за себя. У нас бывают, как в горах, вот и летом бывает снег, так и у нас. Мы фактически находимся в горах. Ну вот, сегодня мы с вами прогулялись. Вот видите, едет велосипедист. Прогулялись по нашему кусочку нашего прекрасного парка Fish Creek. Так что вы имеете представление о том, какие у нас парки. Но, конечно, летом, это весной и летом это будет совсем другой вид, потому что все будет зеленое, будет все очень красиво и живописно. Хотя и сейчас все живописно. Даже вот эти деревья и даже сухая трава, это придает свою прелесть. Опять же, я вам говорю, что это специально так поддерживается все в естественном состоянии. То есть все это фактически это заповедник, да, в котором можно гулять. Вот. Но очень благоустроено, с какими-то разными зданиями, где можно там посидеть, отдохнуть, перекусить. Также зонами для барбекю. Конечно, здесь есть и туалеты, где можно умыться. Все как бы все предусмотрено. Все, как говорится, для людей. Ну, так что на сегодня все. Я надеюсь, вам понравился мой такой короткий репортаж из парка Калгари. Пишите, если хотите что-то спросить. Я с удовольствием отвечу на все ваши вопросы. И буду рада, если вы что-то мне будете подсказывать, что бы вы хотели увидеть или узнать о Калгари. Я буду рада вам это снять. Всего хорошего и большое спасибо за просмотр.